Глава 12. Нагваль-Хулиан. В доме царило странное оживление. Все видящие команды Дона Хуана пребывали в возбужденном состоянии, граничившем с рассеянностью. Такого я здесь еще ни разу не видел. Их и без того высокий энергетический уровень, казалось, сделался выше. Мне стало несколько не по себе. Я спросил Дона Хуана, в чем дело. Он пригласил меня пройти во внутренний дворик. Некоторое время мы прогуливались молча. Потом он сказал, что их время близится и скоро они уйдут. И он должен постараться успеть закончить свои объяснения до этого. «Откуда вы знаете, что близится время вашего ухода?» – спросил я. «Это внутреннее знание», – ответил он. «Когда-нибудь оно придет и к тебе. Видишь ли, Нагваль-Хулиан заставлял мою точку сборки сдвигаться бесчисленное множество раз. Точно так же, как я заставлял твою. А затем он оставил мне задание – восстановить настройку всех тех эманаций, которые он помогал мне настроить, сдвигая мою точку сборки. Такое задание рано или поздно получает каждый Нагваль. Во всяком случае, процесс восстановления настройки подсказывает путь к осуществлению такого специфического маневра, как воспламенение всех эманаций внутри кокона. Я почти достиг этого. Я приближаюсь к своему пику. А поскольку я Нагваль, то как только все эманации внутри моего кокона воспламенятся, все мы исчезнем в одно мгновение. Я ощутил, что должен был бы опечалиться и всплакнуть, однако что-то во мне возрадовалось известию о грядущем освобождении Нагваля Хуана Матуса. Я подпрыгнул на месте и завопил от восторга. Я знал, когда-нибудь достигнув иного состояния осознания, я буду плакать от печали, но в тот день я был полон счастья и оптимизма. Я поведал Дону Хуану о своих чувствах. Он засмеялся и потрепал меня по спине. «Вспомни мои слова», — сказал он, — «об эмоциональном понимании. Не стоит на него опираться. Пусть сначала сдвинется твоя точка сборки. Понимание придет позже, годы спустя». Мы прошли в большую комнату и присели, чтобы побеседовать. Какое-то мгновение Дон Хуан колебался. Он выглянул в окно. С того места, где стояло мое кресло, был виден внутренний дворик. Было пасмурно. Время недавно перевалило за полдень. Собирался дождь. Мне нравились пасмурные дни, а Дону Хуану нет. Он немного поерзал в кресле, усаживаясь поудобнее. Начал он свой рассказ с того, что объяснил, почему столь тяжело вспомнить все происходившее с человеком в состоянии повышенного сознания. После нарушения фиксации в ее нормальном положении точка сборки может сдвинуться в бесконечное множество самых разнообразных позиций. С другой стороны, в состоянии нормального осознания точка сборки всегда находится в одном и том же обычном месте, поэтому вспоминается все легко и связанность воспоминаний не нарушается. Дон Хуан сказал, что сочувствует мне, и я должен принять то, что вспомнить будет очень сложно. И следует отдавать себе отчет в том, что мне, возможно, так никогда и не удастся восстановить настройку всех тех эманаций, которые он помогал мне настраивать. И задание мое останется невыполненным. Такое вполне возможно. «Подумай об этом», — с улыбкой произнес он. «Ведь, может статься, ты никогда не сможешь вспомнить даже этой нашей с тобой беседы, хотя в данный момент все выглядит так естественно, обычно и основательно. Вот истинная тайна осознания. Она переполняет нас. Эта тайна сочится сквозь все наши поры, мы буквально насквозь пропитаны тайной и чем-то еще, невыразимым и необъяснимым. И относиться к самим себе по-иному – безумие. Поэтому не следует стараться закрывать глаза на тайну внутри себя, пытаясь втиснуть ее в рамки здравого смысла или чувствуя к себе жалость. Человеческая глупость – вот что следует изживать в себе. И делать это посредством понимания. И главное, никогда не следует извиняться ни за то, ни за другое.
ибо и глупость, и тайна – суть вещи необходимые. Один из великих приемов, практикуемых сталкерами – противопоставление друг другу скрытой в каждом из нас тайны и нашей глупости. Он объяснил, что практики, составляющие искусство сталкинга, вряд ли могут вызывать восхищение. Более того, они, по сути, откровенно предосудительны. Зная это, новые видящие пришли к заключению, что обсуждение либо практика принципов сталкинга в нормальном состоянии осознания не совпадает ни с чьими интересами. Я обратил внимание на явное противоречие. Он говорил, что воин не может адекватно действовать в мире, находясь в состоянии повышенного осознания, и он же говорил, что сталкинг – всего-навсего умение особым образом обращаться с людьми. Говоря о том, что сталкингу не учат в нормальном состоянии осознания, я имел в виду обучение Нагваля, объяснил он. Сталкинг преследует двоякую цель. Во-первых, добиться максимально устойчивого и безопасного сдвига точки сборки, а это наилучшим образом достигается именно посредством сталкинга. А во-вторых, внедрить принципы сталкинга на очень глубокий уровень, позволяющий обойти ограничения человеческого инвентарного перечня, а также естественную реакцию отрицания либо осуждения того, что может показаться неприемлемым с точки зрения здравого смысла. Я сказал Дону Хуану, что весьма сомневаюсь в своей способности выносить суждения по поводу подобных вещей или отрицать их. Он рассмеялся и заметил, что вряд ли я стану исключением и отреагирую иначе, чем все остальные, когда услышу о деяниях великого мастера сталкинга, каковым является бенефактор Дона Хуана Нагваль Хулиан. Я вовсе не преувеличиваю, говоря, что Нагваль Хулиан был самым выдающимся из всех известных мне мастеров сталкинга, продолжал Дон Хуан. Ты уже слышал о его мастерстве сталкера от многих, но я еще ни разу тебе не рассказывал о том, что он сделал со мной. Я хотел было сказать, что никогда ни от кого не слышал о мастерстве Нагваля Хулиана, но прежде чем я успел это сделать, меня охватило странное чувство неуверенности. Дон Хуан, казалось, мгновенно узнал, что я испытываю. Он удовлетворенно усмехнулся. Ты не можешь вспомнить, потому что воля пока что находится вне пределов твоей досягаемости, объяснил он. Тебе необходимо вести безупречную жизнь и накопить большое количество избыточной энергии. Тогда, возможно, тебе удастся высвободить эти воспоминания. Я же собираюсь рассказать тебе о том, как Нагваль Хулиан поступил со мной, когда мы с ним встретились. Если ты осудишь его и найдешь его поведение предосудительным сейчас, когда находишься в состоянии повышенного осознания, можешь себе представить, насколько отвратительным типом он бы тебе показался в твоем нормальном состоянии. Я возразил, заявив, что он, вероятно, готовит какой-нибудь розыгрыш. Он заверил меня, что не собирается никого разыгрывать, а намерен только своим рассказом проиллюстрировать образ действия сталкеров, а также причины, побуждающие их вести себя так, а не иначе. Нагваль Хулиан был последним из сталкеров старого времени, продолжал Дон Хуан. Он был сталкером не по необходимости, а по призванию. Дон Хуан объяснил, что новые видящие увидели. Человеческие существа делятся на две группы. Одну составляют те, кому есть дело до других, вторую – те, кому нет дела ни до кого. Разумеется, речь идет о крайних проявлениях, между которыми имеется бесконечное множество промежуточных состояний. Нагваль Хулиан принадлежал к категории тех, кому другие безразличны. Себя же Дон Хуан отнес к противоположной категории. Но разве не ты рассказывал мне о великодушии Нагваля Хулиана, о том, что он готов был снять с себя последнюю рубашку и отдать ее тебе? — спросил я. А он и был готов, — ответил Дон Хуан. Более того, он был не только великодушен, но и бесконечно очарователен и обаятелен. Он всегда глубоко и искренне интересовался делами всех, кто его окружал.
Его всегда отличали доброта и открытость. Все, что имел, он был готов в любой момент отдать всякому, кто в этом нуждался или просто ему нравился. И все любили его, кто имел с ним дело, поскольку, будучи мастером сталкинга, он выражал людям свое действительное к ним отношение, что он не даст и ломаного гроша ни за одного из них. Я промолчал, но Дон Хуан знал, что я ощущаю недоверие и даже некоторое раздражение по поводу того, что он рассказал. Он усмехнулся и покачал головой. Таков сталкинг. Видишь, рассказ о Нагвале Хулиане еще даже не начался, а ты уже раздражен. Я пытался объяснить свои ощущения. Он расхохотался. Нагвалю Хулиану было наплевать на всех без исключения, продолжил он. И именно поэтому он мог оказывать людям реальную помощь. И он ее оказывал. Он отдавал им последнее, что у него было, потому что ему было на них наплевать. Уж не хочешь ли ты сказать, Дон Хуан, что своим ближним помогают только те, кому на них в высшей степени начхать? Так говорят сталкеры, ответил он с лучезарной улыбкой. Нагваль Хулиан, например, был фантастической силой целителем. Он помог многим тысячам своих ближних, но никогда не говорил, что делает это. Все считали целителем одну из женщин-видящих его команды. А если бы его ближние не были ему безразличны, он потребовал бы признания. Те, кому есть дело до других, заботятся и о себе и требуют признания везде, где можно. Дон Хуан сказал, что, принадлежа к категории тех, кому ближние не безразличны, сам он никогда никому не помогал. Он чувствовал неловкость от великодушия. Он даже представить себе не мог, что его могут любить так, как любили Нагваля Хулиана. И уж наверняка ему показалось бы глупостью отдать кому-нибудь последнюю рубашку. «Меня настолько беспокоит судьба моих ближних», — продолжал Дон Хуан, «что я и пальцем не пошевелю ни ради одного из них. Я просто не буду знать, что делать. И меня всегда будет грызть мысль, что своими подарками я навязываю им свою волю. Конечно, путь воина помог мне избавиться от связанных с этим проблем. Любой воин может с успехом обращаться с людьми таким же образом, как это делал Нагваль Хулиан. Но для этого вначале нужно сдвинуть точку сборки в положение, в котором не имеет значения, нравится он людям, не нравится или им нет до него дела. Но это совсем другое. Дон Хуан сказал, что, познакомившись впервые с принципами сталкинга, он пришел в крайнее недоумение. Нагваль Илиас, который был очень похож на Дона Хуана, объяснил ему, что сталкеры, подобные Нагвалю Хулиану, единственные лидеры среди людей. Они могут помочь людям в чем угодно. Нагваль Илиас говорил, что такой воин может помочь человеку исцелиться, продолжал Дон Хуан, и может помочь ему заболеть, может помочь найти счастье и может помочь найти горе. Я предложил Нагвалю Илиасу вместо слов «помочь человеку» употреблять выражение «повлиять на человека». Он сказал, что такой воин не просто влияет на людей, но очень активно их подталкивает. Дон Хуан усмехнулся и пристально на меня взглянул. В его глазах светились лукавые искорки. «Странно, не правда ли?» — сказал он. «Интересно, как сталкеры толкуют то, что видят в людях, а?» И Дон Хуан начал свой рассказ о Нагвале Хулиане. Он сказал, что тот много лет провел в ожидании ученика Нагваля. На Дона Хуана он наткнулся, когда однажды возвращался домой после короткого визита к знакомым, жившим в соседней деревне. Идя по дороге, он как раз размышлял об ученике Нагвале. Вдруг раздался громкий выстрел, и Нагваль Хулиан увидел, как люди разбегаются во все стороны. Вместе со всеми он забежал в придорожные кусты и вышел оттуда только тогда, когда увидел группу людей, собравшихся на дороге вокруг раненого человека, который лежал на земле. А раненым, разумеется, оказался Дон Хуан, в которого выстрелил управляющий тиран. Нагваль Хулиан мгновенно увидел, что Дон Хуан – тот особый человек,
чей кокон разделен на 4 части, а не на 2. И понял, что ранен тот очень тяжело. Нельзя было терять ни минуты. Желание Нагваля Хулиана исполнилось, и он должен был действовать, пока никто не сообразил, что происходит. Он схватился за голову и запричитал: «О, они убили моего сына!» Обычно он путешествовал вместе с одной из женщин-видящих из своей команды, крепко сбитой индианкой. На людях она, как правило, играла роль его злой и вредной жены. Нагваль Хулиан подал ей знак, и она тоже принялась с подвыванием рыдать о бедном их сыне, в беспамятстве, истекавшем кровью. Нагваль Хулиан попросил собравшихся зевак не вызывать полицию, а вместо этого помочь ему перенести сына домой, в городок, который находился на некотором расстоянии от того места. Он пообещал 4 сильным парням, что заплатит им, если они отнесут туда его сына. Парни принесли Дона Хуана в дом Нагваля Хулиана. Нагваль расплатился с ними очень щедро. Те были настолько тронуты горем этих людей, плакавших всю дорогу до дома, что даже отказались принять деньги. Однако Нагваль Хулиан настоял на своем, сказав, что если они возьмут деньги, это принесет удачу его сыну. В течение нескольких дней Дон Хуан не знал, что и думать об этих добрых людях, которые взяли его в свой дом. Нагваль Хулиан разыгрывал перед ним почти выжившего из ума старика. Старик не был индейцем, но был женат на молодой раздражительной толстой индианке, которая физически была настолько же сильна, насколько по характеру сварлива. Дон Хуан подумал, что она, очевидно, целитель. Судя по тому, как умело она пользовала его рану, а также по огромному количеству лекарственных растений, сложенных в комнате, где он лежал. Старик во всем подчинялся женщине. Она заставляла его ежедневно обрабатывать Дона Хуана. Они постелили Дону Хуану на толстой циновке, и старику приходилось туго каждый раз, когда он вынужден был опускаться на колени возле раненого. Дон Хуан с трудом сдерживал смех, наблюдая за тем, как немощный старец прикладывает все усилия, на какие способен, для того, чтобы согнуть ноги в коленях. Промывая рану, старик все время что-то бормотал, глядя прямо перед собой, совершенно отсутствующим взглядом. Руки его при этом дрожали, а все тело тряслось от макушки до пят. Опустившись на колени, он уже не мог подняться самостоятельно. Хриплыми воплями он звал жену, едва сдерживая гнев. Та входила в комнату, и начиналась жуткая свара. Зачастую женщина уходила, так и оставив старика стоять на коленях, и ему приходилось подниматься самостоятельно. Дон Хуан заверил меня, что никогда и ни к кому он не чувствовал такого сострадания, как к бедному старику. Много раз он пытался подняться и помочь тому, но едва мог шевелиться сам. Однажды старик потратил почти полчаса на то, чтобы доползти до двери и там, цепляясь за нее, с трудом встать. При этом он, не переставая, кричал и ругался. Он объяснил Дону Хуану, что причинами его слабого здоровья являются преклонный возраст, плохо сросшиеся переломы и ревматизм. Подняв к небу глаза, старик признался Дону Хуану, что чувствует себя самым несчастным человеком на земле. Пришел к целительнице за помощью, а закончил тем, что женился на ней и превратился в раба. «Я спросил старика, почему он не уходит от нее», — продолжал Дон Хуан. Глаза старика расширились от ужаса. Шикнув на меня, чтобы я замолчал, он поперхнулся собственной слюной, а затем, буквально окаменев, грохнулся во весь рост рядом с моей постелью, пытаясь заставить меня закрыть рот. С диким выражением глаз он, не останавливаясь, твердил: «Ты сам не знаешь, что говоришь, ты сам не знаешь, что говоришь. Никто не в силах отсюда убежать». И я ему поверил. Я был убежден, что он более несчастен и жалок, чем я когда-либо был в своей жизни. И с каждым днем я чувствовал себя в этом доме все более и более неловко. Кормили меня прекрасно. Женщины постоянно не было дома, она ходила по больницам, так что почти все время я проводил наедине со стариком. Мы много беседовали о моей жизни. Мне нравилось с ним разговаривать. Я сказал ему, что заплатить за его доброту не смогу, так как не располагаю деньгами,
но что сделаю все возможное, чтобы ему помочь. На это он ответил, что помочь ему невозможно, что он готов умереть, но если я действительно говорю искренне, то он хотел бы, чтобы после его смерти я женился на его жене. И тут я понял, что старик рехнулся. И еще я понял, что нужно бежать, и чем раньше, тем лучше. Дон Хуан сказал, что когда достаточно окреп, чтобы ходить без посторонней помощи, бенефактор самым жутким образом продемонстрировал ему свои способности сталкера. Без какой-либо подготовки или предупреждения он столкнул Дона Хуана нос к носу с неорганическим существом. Почувствовав, что Дон Хуан собирается бежать, он воспользовался возможностью напугать его своим союзником, который мог становиться похожим на чудовищной наружности человека. «Увидев этого союзника, я едва не сошел с ума», — продолжал Дон Хуан. «Я не мог поверить своим глазам, но чудовище стояло передо мной. А немощный старик стоял рядом и хныкал, моля чудовище о пощаде. Видишь ли, мой бенефактор был похож на древних видящих. Он умел выдавать свой страх порциями, а союзник на это, соответственно, реагировал. Но я-то этого не знал. Я только видел собственными глазами, что к нам приближается совершенно ужасающее создание, готовое нас растерзать. В мгновение, когда союзник, шипя подобно змее, ринулся на нас, я рухнул без чувств. Когда я пришел в себя, старик сказал, что ему удалось с чудовищем договориться. Он объяснил, что чудовищный человек согласился оставить их обоих в живых при условии, что Дон Хуан станет ему служить. Предчувствуя недоброе, Дон Хуан спросил, в чем будет заключаться служба. Старик ответил, что это будет практически рабство. Он напомнил, что жизнь Дона Хуана почти закончилась несколько дней назад, когда в него стреляли. И если бы они с женой его не подобрали и не остановили кровотечение, он бы непременно скончался. Так что торговаться все равно не имеет смысла, ибо торговать нечем и не на что. Чудовищному человеку все это было известно, потому он мог диктовать условия. Старик сказал Дону Хуану, что раздумывать нечего, надо соглашаться. Чудовищный человек стоит за дверью и все слушает. И если Дон Хуан откажется, он ворвется в комнату и прикончит их на месте. И этим все закончится. У меня хватило выдержки еще на то, чтобы спросить у старика, который весь дрожал как осиновый лист, каким образом чудовищный человек собирается нас убить, продолжал Дон Хуан. Старик ответил, что монстр планирует переломать все наши кости, начиная со ступней. При этом мы будем дико кричать и корчиться в невыразимых муках. А смерть наступит не ранее, чем через 5 дней. И я мгновенно согласился на любые условия. Со слезами на глазах он поздравил меня и сказал, что уговор, который он заключил с монстром, на самом деле не так уж плох. Мы должны были превратиться не столько в рабов, сколько в пленников чудовищного человека. Кормить нас будут как минимум дважды в день. И, сохранив себе жизнь, мы сможем заняться поисками пути к освобождению. Мы сможем строить планы, придумывать различные уловки и бороться за то, чтобы вырваться из этого ада. Дон Хуан улыбнулся, а затем разразился хохотом. Он заранее знал, как я отнесусь к Нагвалю Хулиану. «Я же говорил тебе, что ты расстроишься», — сказал он. «Я, правда, не понимаю, Дон Хуан», — сказал я, — «какой был смысл во всем этом крайне сложном маскараде?» «Все очень просто», — по-прежнему улыбаясь, ответил он. «Это другой метод обучения, причем очень хороший. От учителя он требует громаднейшего воображения и не меньшей степени контроля. Мой метод обучения гораздо ближе к тому, что называешь обучением ты. Он требует громадного количества слов. Я специалист наивысшего класса по части растолкования. Нагваль Хулиан был мастером высшего класса по части сталкинга». Дон Хуан сказал, что видящие используют два метода обучения и что он знаком с обоими. Первый метод заключается в предварительном объяснении всего, что будет с человеком происходить. Лично Дон Хуан
отдает предпочтение именно этому методу, поскольку он является системой, которая предлагает свободу выбора и понимания. Метод его бенефактора, наоборот, был более принудительным и не давал возможности ни выбирать, ни понимать. Но его огромное преимущество в том, что он заставляет воина непосредственно переживать концепции видящих, без каких бы то ни было промежуточных объяснений. Как объяснил далее Дон Хуан, все, что проделывал с ним его бенефактор, было шедевром стратегии. Каждое свое слово и действие Нагваль Хулиан тщательно подбирал таким образом, чтобы добиться вполне определенного эффекта. Он был необычайно искусен в создании наиболее подходящего контекста, в котором слова и действия не могли не оказать необходимого воздействия. В этом и заключается метод сталкеров, объяснил Дон Хуан. Он развивает не понимание, а полное осознание. Вот, например, мне потребовалось много времени, вся жизнь, на то, чтобы понять, что проделал Нагваль Хулиан, когда столкнул меня нос к носу с союзником. Хотя осознал я все без каких бы то ни было объяснений в тот самый миг, когда это произошло. Хенаро, скажем, вообще не понимает своих манипуляций. Об этом речь у нас с тобой уже шла, но он осознает все, что делает, с предельной остротой и ясностью. Если точка сборки была сдвинута со своего обычного места методом подробного объяснения, как, например, происходит с тобой, то все время сохраняется необходимость во внешней помощи не только для осуществления реального перемещения точки сборки, но и для объяснения происходящего. Если же точка сборки была сдвинута с помощью метода сталкеров, как было со мной и с Хенаро, то необходимость сохраняется только в начальном каталитическом действии, которое выдернуло бы точку сборки из нормального положения. Дон Хуан сказал, что когда Нагваль Хулиан столкнул его с чудовищного вида союзником, его точка сборки начала сдвигаться от страха. Испуг такой степени интенсивности в сочетании с еще не совсем восстановившимся после ранения здоровьем оказался идеальным средством для смещения точки сборки. Для компенсации вредного воздействия страха требовалось несколько смягчить ситуацию, но при этом не свести на нет результат. Объяснение свело бы эффект страха к минимуму, и результат был бы поставлен под сомнение. А Нагваль Хулиан хотел быть уверенным в том, что сможет воспользоваться каталитическим эффектом испуга столько раз, сколько потребуется. И в то же время ему нужна была гарантия того, что он сможет смягчить разрушительное воздействие испуга. Поэтому он и устроил весь этот маскарад. Чем более подробными и драматическими были его рассказы, тем большим смягчающим эффектом они обладали. Он как бы оказался в одной лодке с Доном Хуаном, и тому не было так страшно, как если бы он знал, что одинок. Благодаря своему драматическому таланту, продолжал Дон Хуан, бенефактор умудрился сдвинуть мою точку сборки достаточно далеко для того, чтобы сразу же воспитать во мне два основных качества воина: непреклонное усилие и несгибаемое намерение. Я знал, что стать когда-нибудь свободным я смогу, только настойчиво и систематически работая в сотрудничестве с немощным старцем, нуждавшимся, как я полагал, в моей помощи не меньше, чем я нуждался в его. Я знал без тени сомнения, что больше всего на свете хочу именно этого. В следующий раз мне удалось поговорить с Доном Хуаном только через 2 дня. Было раннее утро, мы прогуливались с ним по главной площади Оахаки. Дети шли в школу, люди направлялись в церковь. Кое-кто сидел на скамейках, а водители такси ожидали туристов возле городского отеля. Само собой разумеется, самым сложным делом на пути воина является сдвиг точки сборки, сказал Дон Хуан. Когда она начала перемещаться, заканчивается, собственно, поиск воина. С этого момента характер пути изменяется. Он становится поиском видящего. Он еще раз повторил, что сдвиг точки сборки
главная и единственная задача пути воина. Древние видящие этого абсолютно не понимали. Они считали, что смещение точки сборки своего рода стрелка, определявшая их положение на шкале достоинства. Им никогда даже в голову не приходило, что все воспринимаемое ими определяется именно этим смещением. Метод сталкера, продолжал Дон Хуан, когда его применяет такой мастер, как Нагваль Хулиан, позволяет достичь просто потрясающих сдвигов точки сборки. Изменения при этом возникающие весьма устойчивы. Видишь ли, когда наставник-сталкер становится надеждой ученика и его опорой, он добивается полной готовности к сотрудничеству и полной вовлеченности своего подопечного в действие. Полная готовность к сотрудничеству и полная вовлеченность в действие – важнейшие результаты применения метода сталкеров, и Нагваль Хулиан был непревзойденным мастером по части их достижения. Дон Хуан сказал, что нет никакой возможности описать то удивление и замешательство, которое он испытывал все больше и больше, узнавая богатство и сложность личности Нагваля Хулиана и его жизни. Имея дело с запуганным, хилым и вроде бы совершенно беспомощным стариком, Дон Хуан чувствовал себя довольно уверенно. Но однажды, вскоре после того, как они заключили свой договор с чудовищным человеком, его уверенность была рассеяна в прах. Нагваль Хулиан в очередной раз жестко продемонстрировал ему свое мастерство сталкера. К тому времени Дон Хуан был уже вполне здоров, но Нагваль Хулиан по-прежнему спал с ним в одной комнате и продолжал за ним ухаживать. Как-то, проснувшись утром, Нагваль Хулиан объявил, что их тюремщик на пару дней уехал, а это значит, что можно на время перестать притворяться стариком. Он признался Дону Хуану, что делал это все время для того, чтобы одурачить чудовище. Не дав Дону Хуану опомниться, он с невероятной ловкостью вскочил со своей циновки, наклонился, засунул голову в ведро с водой и некоторое время ее там подержал. Когда он выпрямился, волосы его были черны как смоль, седина вся смылась, и перед Доном Хуаном предстал человек лет 35-40. Он играл мускулами, глубоко дышал и подтягивался всем телом, словно очень долго просидел в тесной клетке. Когда я увидел Нагваля Хулиана в образе молодого человека, я решил, что передо мною сам дьявол, продолжал Дон Хуан. Я закрыл глаза, решив, что конец мой близок. Нагваль Хулиан хохотал до слез. Затем Нагваль Хулиан привел Дона Хуана в чувство, заставив его несколько раз сдвинуться из правой стороны осознания в левую и обратно. 2 дня молодой человек буквально носился по дому, продолжал Дон Хуан. Он рассказывал мне истории из своей жизни и шутил, заставляя меня то и дело кататься по полу от хохота. Но еще более поразительные изменения произошли с его женой. Она сделалась стройной и по-настоящему красивой. Мне казалось, что это совершенно другая женщина. Я с восторгом говорил о том, насколько неузнаваемо она изменилась и какой красавицей выглядит теперь. Молодой человек сказал, что когда их тюремщик уезжает, она действительно становится совсем другой женщиной. Дон Хуан засмеялся и сказал, что слова его дьявольского бенефактора были истинной правдой. Поскольку женщина и в самом деле была совсем другой, видящей из команды Нагваля. Дон Хуан спросил у молодого человека, зачем они притворяются. Молодой человек взглянул на Дона Хуана, глаза его наполнились слезами, и он сказал, что тайны мира воистину непостижимы. Он и его молодая жена попали в сети некой необъяснимой силы и вынуждены прибегать к притворству, чтобы защититься. А поскольку тюремщик их все время подсматривает сквозь щели в двери, ему приходится сохранять образ немощного старца все время. Он просил Дона Хуана простить его за вынужденный обман. Дон Хуан поинтересовался, кем является этот страшный человек чудовищной наружности. Глубоко вздохнув, молодой человек ответил, что не имеет об этом ни малейшего понятия.
Он сказал, что хотя сам и является человеком образованным, известным театральным актером из Мехико-Сити, найти какие-либо объяснения происходящему он не в силах. Он знает только то, что прибыл сюда для лечения туберкулеза, которым страдал уже много лет. Когда родственники привезли его к целительнице, он уже почти умирал. Она помогла ему поправиться, и он безумно влюбился в красивую молодую индианку, а затем женился на ней. Он собирался увезти ее в столицу, где они смогли бы разбогатеть, благодаря ее искусству целителя. Прежде чем они отправились в Мехико, она предупредила его, что им придется изменить внешность, чтобы ускользнуть от одного мага. Как она объяснила, мать ее тоже была целительницей и обучал ее как раз этот мастер магии. А потом он потребовал, чтобы ее дочь осталась с ним на всю жизнь. Молодой человек сказал, что не стал тогда расспрашивать жену о ее взаимоотношениях с магом. Ее освобождение было единственным его стремлением, поэтому он замаскировался под старика, а ее замаскировал под толстуху. Но история их не окончилась счастливо. Их поймал жуткий человек и заточил в неволю. Они не отважились снять маскировку в присутствии того ужасающего чудовища, и при нем всегда делали вид, что ненавидят друг друга. На самом же деле они в друг друге души не чают и живут исключительно ради тех немногих дней, когда он уезжает. Дон Хуан рассказал, как молодой человек обнял его за плечи и сообщил, что единственное безопасное место в доме – комната, в которой спит Дон Хуан. И он попросил Дона Хуана выйти и постоять немного на страже, пока они с женой будут заниматься любовью. «Весь дом сотрясался от их страсти», – рассказывал Дон Хуан. «А я тем временем сидел снаружи, чувствуя неловкость от того, что все слышу и в смертельном страхе ожидая, что чудовище с минуту на минуту возвратится. И будь уверен, в конце концов я услышал его шаги у входной двери. Я принялся колотить в дверь комнаты. Они не отвечали. Я вошел. Молодая женщина спала там в обнаженном виде, молодого же человека нигде не было видно. Никогда в жизни я не видел такую красивую женщину обнаженной. И я все еще был очень слаб, и я слышал, как гремит чем-то за дверью чудовищный человек. Стеснение мое и страх были столь велики, что я упал в обморок. Рассказ о Нагвале Хулиане привел меня в состояние крайнего раздражения. Я заявил Дону Хуану, что не понимаю, в чем ценность мастерства Нагваля Хулиана в области сталкинга. Дон Хуан слушал, не перебивая, а я все нес и нес какую-то околесицу. Когда мы, наконец, присели на скамейку, я чувствовал страшную усталость. И на вопрос Дона Хуана, чем же все-таки меня так расстроил рассказ о методе Нагваля Хулиана, я не смог ответить ни слова. «Я не могу отделаться от ощущения, что он был просто злостным насмешником», — произнес я наконец. «Злостный насмешник своими выходками ничему целенаправленно не учит», — возразил Дон Хуан. «А Нагваль Хулиан разыгрывал драмы. Магические драмы, которые требовали сдвига в точке сборки. А мне он кажется матерым эгоистом», — настаивал я. «Ты пытаешься выносить суждения», — сказал Дон Хуан. «Потому он и кажется тебе таковым. Ты моралист. Я и сам через все это прошел. И если ты испытываешь такие чувства, только услышав о делах Нагваля Хулиана, то можешь себе представить, что испытывал я, живя в его доме годами. Сначала я осуждал его, потом боялся и, наконец, завидовал ему. И еще я любил его, но зависть моя превосходила мою любовь. Я завидовал его легкости, его таинственной способности по желанию становиться то молодым, то старым. Я завидовал его потрясающему чутью и, прежде всего, его умению влиять на любого, с кем он имел дело. Я чуть на стену не лез от зависти, когда слышал, как он втягивает людей в интереснейшие беседы. У него всегда было что сказать, а у меня не было. И я ощущал себя тупым и никому не нужным. Откровения Дона Хуана слегка привели меня в себя. Мне захотелось, чтобы он сменил тему. Мне не нравился его рассказ о том, что он был таким же, как и я.
ведь я привык думать о нем как о ком-то несравненном. Он явно почувствовал, что со мной происходит, и рассмеялся, потрепав меня по спине. «Я рассказываю тебе о своей зависти», — продолжал он, — «для того, чтобы ты понял важнейшую вещь. Все наше поведение и все наши ощущения диктуются только позицией точки сборки. И моим большим недостатком в то время, о котором я тебе рассказываю, было непонимание этого принципа. Я не прошел закалку, я был неопытен. Я жил чувством собственной важности, как живешь сейчас ты. Потому что в соответствующем ему месте располагалась моя точка сборки. Видишь ли, я не знал еще тогда, что точка сборки смещается приобретением новых привычек, что она сдвигается усилием воли. А когда мне удалось сместить точку сборки, я вдруг обнаружил, с несравненными воинами вроде моего бенефактора и его команды можно иметь дело, только не обладая чувством собственной важности. Только этим достигается беспристрастное к ним отношение. Понимание бывает двух видов. Первый – просто болтовня, вспышки эмоций и ничего более. Второй – результат сдвига точки сборки. Этот вид понимания совмещается не с эмоциональными выбросами, но с действием. Эмоциональное осознание приходит годы спустя, когда воин закрепил новую позицию точки сборки в многократном ее использовании. Нагваль Хулиан неустанно вел нас к такого рода смещению. Он добивался от нас полной готовности к сотрудничеству и полной вовлеченности в те драмы, которые разыгрывал и которые были ярче самой жизни. Например, разыграв драму молодого человека, его жены и их тюремщика, он полностью овладел моим неразделенным вниманием и сочувствием. Для меня вся эта история со стариком, который оказался молодым, выглядела очень убедительно. Я видел чудовище собственными глазами, а это означало, что он мог рассчитывать на мое безусловное полное участие. Дон Хуан сказал, что Нагваль Хулиан был магом и волшебником, способным управлять волей с виртуозностью, непостижимой с точки зрения обычного человека. В его драмах принимали участие волшебные персонажи, вызванные к жизни силой намерения. Таким персонажем было, например, неорганическое существо, способное принимать гротескную человеческую форму. Сила Нагваля Хулиана была настолько безупречна, продолжал Дон Хуан, что он мог заставить чью угодно точку сборки сдвинуться и настроить эманации, необходимые для восприятия любых задуманных Нагвалем Хулианом элементов картины мира. Благодаря этому он мог, например, выглядеть слишком молодым и слишком старым для своего возраста, в зависимости от того, какие цели преследовал. И все, кто знал Нагваля Хулиана, могли сказать о его возрасте лишь одно – неопределенный. В течение 32 лет нашего с ним знакомства он то выглядел совсем молодым, как ты сейчас, то становился стариком, настолько немощным, что едва мог ходить. Дон Хуан сказал, что под воздействием бенефактора его точка сборки начала смещаться, очень незаметно, однако основательно. Однажды, например, Дон Хуан ни с того ни с сего вдруг осознал, что в нем присутствует страх. И страх этот, с одной стороны, не имеет для него никакого смысла, а с другой стороны, является самым главным, что у него есть. Я боялся, что из-за своей глупости я не смогу достичь свободы и повторю жизненный путь своего отца, объяснил Дон Хуан. Нет, не думай. В жизни моего отца не было ничего особенно плохого. Он жил и умер не лучше и не хуже, чем живет и умирает большинство людей. Важно другое. Моя точка сборки сдвинулась. И в один прекрасный день я вдруг понял, что жизнь моего отца и его смерть ничего ровным счетом не дали. Ни ему, ни кому бы то ни было другому.
Бенефактор говорил мне, что жизнь моих родителей нужна была только для того, чтобы родился я. Так же, как жизнь их родителей нужна была только для того, чтобы родились они. Воин относится к жизни иначе. За счет сдвига точки сборки он отдает себе отчет в том, какой невероятно огромной ценой оплачена его жизнь. Этот сдвиг рождает в осознании воина почтение и трепет, которого никогда не испытывали его родители ни перед жизнью вообще, ни перед собственной жизнью в частности. Нагваль-Хулиан не только добивался фантастических успехов в смещении точек сборки своих учеников, но также получал от этого неслыханное удовольствие. И, конечно, работая со мной, он развлекался постоянно. Позже, когда через несколько лет на горизонте начали появляться другие видящие моей будущей команды, я и сам каждый раз предвкушал занятные ситуации, которые он для каждого из них придумывал. Когда Нагваль-Хулиан покинул мир, восторг ушел вместе с ним, чтобы никогда не вернуться. Иногда нас развлекает Хинару и даже временами приводит в восторг, но это не то. Никто не может занять место Нагваля-Хулиана. Его драмы всегда превосходили все, что может встретиться в жизни. Уверяю тебя, мы все даже понятия не имели, что такое истинное наслаждение до тех пор, пока не увидели, что делает он сам, когда некоторые из его драм выходят ему боком. И Дон Хуан поднялся со своей любимой скамейки и сказал: «Если когда-нибудь ты обнаружишь, что зашел в тупик и не можешь выполнить свою задачу, тебе должно хватить энергии хотя бы на то, чтобы сдвинуть свою точку сборки и найти вот эту скамейку. Ты придешь сюда и присядешь ненадолго, освободившись от мыслей и желаний. И тогда, где бы я ни был, я попытаюсь прийти сюда и взять тебя с собой. Обещаю тебе, что попытаюсь это сделать». А затем он рассмеялся, словно обещал нечто практически невыполнимое и потому неправдоподобное. «Мне следовало произнести эти слова вечером, когда солнце уже готово коснуться горизонта», — сказал он, все еще смеясь. «Но сказать не утром. Утро — время полное оптимизма. И подобные слова теряют свое значение».